Приветствую вас, мои дорогие, на канале Yacht Family. Сегодня я хочу вас окунуть в атмосферу перехода Греция-Турция, а воодушевлялся я для этого видео YouTube каналом Mouse House, где ребята сделали шедевральный, на мой взгляд, по вайбу видео о переходе. По-моему, у них Трансатлантика как раз таки в тот момент была. И, честно сказать, мои переходы точно travel видео не заходят, но я просто не могу не попытаться сделать нечто подобное, просто оставив это в истории. Постараюсь сделать что-то симпатичное, окунуть вас в атмосферу переходов. А поможет мне в этом, кстати, музыка нашего белоруса, земляка Дмитрия Жура. Ссылка на его музыку будет в описании, как и на ребят с Маусхауса, естественно. Введу вас в контекст, если вы впервые вообще на моем канале. Волею судьбы так получилось, что я оказался в Греции на неопределенный срок, и жизнь моя связалась с яхтингом. И теперь я сопровождаю яхтинг Греции с регистрацией, страхованием, переговорами, поиском и так далее и тому подобное. Этот рынок довольно специфический, и здесь, конечно, нужно иметь ухо востро. Но для этого у нас создан телеграм-канал, который называется Yacht Family. Вы можете его видеть, он также, ссылка будет в описании. У него есть приватная часть. Все ее преимущества вы увидите в закрепленном комментарии в канале. А в этом видео вас ждет красивые зарисовки, прекрасную музыку, немного ветра, крепкого ветра, хорошую волну, расход с ферриком ночью, границы и таможни, Греция, Турция. Так как героями этого канала являются яхты, то одновременно это видео прощание с Жаной Space 1120. Нашу совместную историю можно увидеть в предыдущих видео. Но теперь не пожалейте своего лайка и начнем наше путешествие. Греческое рабство в действии. Пакистанцы собирают брокколи. Приветствую, господа. У нас идет подготовка к переходу. Атики, центр Греции, в Турцию, Мармарис. Вот это Порос. Здесь симпатичный остров. Честно сказать, за 2 года эти виды не надоели. Есть, конечно, уже какая-то наглядность, но все равно красиво. Думаешь, вай, каждый раз останавливаешься, думаешь, как охуенно. Извините, это мой французский. Маленький паровозик. На сколько человек? На 10? Крейсер Аврора, Да, баркас. Вот хотел показать, мы на Неофьюдере смотрели, это Olympic C42, сделан по лицензии Sun Legend 41 Жано из 90-х годов, но корпус дизайн старый. И вот мы возим, здесь у меня 86-й год, а здесь они шли тоже с 86-го, короче, те же года. А Олимпики 90-го года. И я когда внутри нее был, и мне казалось, она не тянет внутри по размерам на 41 фут. И вот мы можем сравнить высоту борта, насколько все-таки S-Space поинтереснее смотрится. И что чистые футы не сильно имеет значения. Вот у него тоже ватерлиния приподнята, жопа задрана. И скорость хула невысокая. Будет расчетная там, как и у меня. Начинаем движение. Значит, нам Посейдон. Это, конечно, бог воды, но в первую очередь это профессиональная программа по природе, по погоде. Обещал получить трендюлей после 3 часов. Первые 2 часа мотора, тишины, потом разгон с Крита, с юга. И должны мы отхватить слегонца 25-30 узлов в конце дня. Вот Паша готовит фендеры, чтобы мы не выглядели как лохи. И выходим. Первый день 68 миль. Идем на Милос. Очень хочется посмотреть эти вулканические берега белые. Порос. Аривидерчи. Общей протяженностью 300 миль. Идем мы днями спокойненько. Паша подучивается. И вперед. Турция, жди нас.
Ставим бабочку. Распускай активнее, когда поднимать будешь. Ну или пусть освобождается, только следи, чтобы она не мешала подъему. Смотрим наверх и поднимаем. Все, ничего не мешает нам. Добиваем по передней шкаторине. Бабочка нас радовала недолго. Ветер чуть-чуть стук до десятки. Мы пошли медленно. Сейчас помогаемся немножечко. Остаемся для намейнина, для стабилизации. Обходим остров, ждем, что с какого старборда, с правого галса что-то стабилизируется. Подойдут? Идут к нам. Я на нос, ты на вахте. Да. Ох, и большая стая, широко идут. Несколько с нами решили поиграть. О, малыши. Нефалины или как они называются? Полосатые красавцы. Они симпатяги. Вай-вай-вай-вай-вай. Какие приятные малыши. Кайф. Как дети, каждый раз.
Как ожидалось, нам отвесили люлей. Рифы, 20 узлов. Идем в острый Бейдувинд. До финиша 4 часа. Доброе утро. Доброе. Посмотрим, как у нас. Чуть близковато, но все под контролем. С добрым утром, страна! Знаменитые марсианские пляжи Милос. Хотелось их увидеть. Как всегда в Инстаграме все намного красочнее, но тоже ничего. Как он называется? Грот. Замывы такие. Приятное место, необычное, по крайней мере, для Греции. Греция по природе все-таки очень разная и очень интересная. А мы начинаем выдвигание в сторону Иос. Зайдем, дозаправимся на всякий случай. Эдакое греческое Памуккале. Еще раз, Милос. Как это пляж там называется, не помню, на букву С. Вон там вот можно покупаться с берега. А так все фоткаются наверху на этих горах беленьких. Известковых, я так понимаю. Подскажите. Нам есть проблематика, надо купить туалетную бумагу, представляешь? Слушай, я у тебя Тупанул я что-то, ну там есть салфетка? хотел спросить. Так, давай не будем это обсуждать, просто сказано все Так, на как пол. писать маршрут? Просто нажми на точку, да, и go, все. И центр зеленый тоже нажимай. В скале выпиленный квадрат конкретно. Интересно, что это? Смотровая дырка. Вот прям, вот он. Видите? Сейчас подойдем, посмотрим. И квадрат, интересно, там, наверное, с той стороны можно пройти, вот так выйти к воде, вот так интересно. И глубина у нас везде здесь, до самого берега десятка. Прозрак шикарный. И все, что не люблю киклады, но бывают разные, да, ладно, Милос чуть-чуть другой. Остальные вообще не интересны. Гроты, он скоро обвалится по линии. Тоже прикольчики. Ну а туда уже вход какой-то заменьшенный, конечно, там уже мало мерки заведут. День второй, поехали. Иос, жди нас. Удалось схватить с утреца 11 Бейдувинда. Воспользуемся. Надеюсь, хотя бы часочек в тишине пройдемся. Потому что должен стухнуть буквально через час-полтора. И вот там парус есть, кстати, на горизонте. Далеко вам не видно. Такая немудреная яхтенная спа. Паша не хочет быть загорелым негритенком. Или облезлой кошкой, не знаю, одно из двух. Делает красиво себя. Красивый ровный загар. Несложная яхтенная техника. Маш толще, будешь целее.
закончилось наши полчаса сразу. В общем, ничего не вышло, приходится подмоторивать. Айос, как правильно. Айкос, блядь. Айкос. Селфица, чувак, ага. Но Айкос пишется так же. Как... Как, Паша, твои впечатления о втором переходе в жизни? Круто. А вчера трендюлей получил. Вчера тоже было сильно круто, только в другую сторону. Ну ты каждый раз утверждал, что тебе не страшно. А теперь... Не страшно, но круто. А когда освоил, типа, за вчера не страшно стало? Не страшно, но просто... Тревожно, да? Без опыта понимали, что... Не знаю, что это. Еще предстоит свою освоить, да? iOS. И их iOS Marina заехали взять дизеля. Могли стать на якорь. В целом, конечно, 100 литров есть, вроде бы хватает, но не хочется рисковать. Лучше добьем еще. За 2 дня потратили много шли против ветра на моторе. Такие дела. Как и все Кикладовские острова, просто скалистая, безжизненная, белая фиговина. Не так много можно снять на iOS Marina. Где-то за полминуты все обошли. Он продается Saab Кабрик. Табачная лавка. Все пока магазинчики маленькие закрыты. Есть вот кафешечки. И мы с Пашей думали, что мы одни тут балдеем. А тут вот человек. Тоже зашел. Но, может, он местный. Так, мы кушаем, но уже почти докушали. Еду не снимаю. Значит, сколько ты насчитал? Сколько ты насчитал, Паш? 11. 11 таких пиздюков. И при этом, если ты кидаешь кусок мяса, эти махнорылые просто рвут все на части. С рук не едят, некультурные, кусаются. Вот это моя любимица, кормлю только ее. Облизывается, вкусная. Остальные голодные, но в смысле как голодные? Все остальные кормители остальных.
Ну что ж, Ио с Марина. Для общего образования остров по-гречески Нисос, вроде бы. Было вкусно, в целом гостеприимно. Зимой, похоже, даже бесплатно. Никто к нам не подходил, денег не брал. Движемся дальше. Итак, первое упражнение яхтенной фитнес-школы. Работа на пресс. Называется молитва. Ладно, это я так назвал. Вторая. Сейчас будет на трицепс и легкий бицепс. Ручкой! Пошкаторенный. Давай, давай. И как будто забыл, что делать. Показываю упражнение. Вот так. Оп, видите? Оп, оп. Ну, может, на предплечье еще. Без фанатизма переднюю шкаторину трогаем. Отлично. Не забывай попой прикладываться к ванте. Слишком стоишь халявно. Видимо, фендеры. И шито, и швартовые. Теперь немножко упражнений на баланс. Маша открыл для себя новые мышцы. И сейчас с интересом их изучает. Это что за пассажир с нами едет? Куда ты прешься? Ну-ка, чухарь на палубу, матрос. Наверное, не видно, но вон дельфин, ух, пошел, хорош, один. Дельфины, дельфины, вон они. Надеюсь, вам видно. И закат. Ох, красивые. Прошлись, Паша наблюдал, был доволен. Дельфины стали небольшой обыденностью. Их довольно много. Очень приятно. Это уже бухта, в которой я был вместе с катамараном Димином. Остров как-то как Аксиопея или не помню, в общем, неважно. Очень красивая бухта. Если что, напишите в комментах, я отвечу, как она называется. Самого-самого послезакатного солнца вам. Встречают нас козлики.
Такая приятная бухта круговая. День третий. Вышли из Асти-аллея, из хорошей вати такой, заводи круговой защиты. Была тишина, хорошо, отлично поспали. Нам тут же раздали 20-ку. Но мы вырулили в Бакштаг и сбились до 15 примерно. Идем хороших 5,5 узлов. Парусим. Паша на руле. Сегодня еще не его день, но ничего. Завтра дадим ему возможность полностью самостоятельно пройти денек. Волнишка накатывает бодрая, местами метров до 5, наверное. Мы встали, контроль все взяли, нормально. Решили идти не на кос, а сразу на Суме. И поэтому наш сегодняшний переход самый длинный в этом пути. 75 миль. Паша получает практику руления в таких условиях. Бакштаг, волна, ветер 17, истины 20. Зарифленный парус, мейн и полная генга. И вон там тоже проскочил парень. И вон там чуть дальше еще 2-3, в общем, на нашем Аисе где-то кораблей 10. Как процесс? Отлично. Все под контролем. Давно стало? Ну, как казалось. Отлично, хорошо. Уже неплохо. Уже стабильность. Мы так круты, что парни отворачивают с нашего курса. Делают корректуры. Шли в линию вот как тот. Если его видно, вот там вот идут. Вот так в линию шли. А парень пропускает нас чуть-чуть. Взял правее. И сейчас снова возвращается на свой курс. Разошлись. Ну что, такая атмосфера у нас. И вот такая волнишка. Немножко разнонаправленная. Сходятся волны как бы течения отсюда и ветровые отсюда. И их соединение подтягивает нас к цели. Вон еще ребята. Ну, они нам уже не мешают. Трафик мы прошли. Такой чисто песочный остров. А это за ним Кос. Вот он, вот его начало, и там он большой конец. А там впереди есть яхта, но она заскочила за остров. И больше особо ничего сегодня и нечего показывать. Паша говорит, вон тот остров выглядит как человек лежащий, этот выглядит как человек лежащий, но этот выглядит как крокодил. А тут у нас какая-то песочная разработка, либо известковая. Целый остров. Мы когда подходили, видели. Вот. И вот она, извините, турецкая дача. А мы идем в угол чекаут делать на Сумме. То есть будем идти вдоль турецкого берега на греческий остров. А это продолжение Коса до сих пор. В общем, вот такая движуха. И там вот есть маленький кораблик. Здесь туда-сюда ходит под парусом на развлекусь. Остров уже к заходу обходили под 30-ку плюс. Нас встретило очень много Hellenic Coast Guard бортов пограничных.
телеферик. Мы встали, переночевали. Идем делать чекаут. В первую очередь это, конечно, Port of Authority. Сум городишко интересный, красивый. Стоит посреди, как бы вокруг него полностью Греция. Очень симпатичный. Очень симпатичный. Вот такие разнобойные у него домики. И, конечно, какой-то образцовый показатель грекам перед турками. Как у нас все зашибись. В Греции все, как всегда, по-разному. В первую очередь, господа сказали, что надо идти в паспортный контроль. Хотя, с другой стороны мира, все было совсем по-другому. Греции, точнее, в Превезе. Сначала был Port of Authority, потом кастом, потом паспортный контроль. Здесь наоборот. Ну что ж, пойдем, сходим в паспортный контроль. В общем, вот с этими буями я вообще не понял, зачем они. Они как бы имеют какое-то направление, какое-то абы что. С удовольствием, блядь, удивился, что когда их увидел ночью. И обрадовался, что, блин, не наехали на них. Капитан Сьютис. С моим уровнем английского я прочитал Капитан Милаха. Очень симпатичный, конечно, городочек, очень аутентичный. Совершенно ни на что не похож на эти всякие киклады. Белые, разнообразный, красив. Там прям в горе красивые дома. Доброе утро, страна! Сегодня день чекаута. Какой? 5-й день нашего путешествия. Мы на острове Суми. Насколько мне не понравились киклады, настолько был симпатичен этот город для однодневного посещения. Город вот так в высоту. Заезжаешь, все светится, красиво. Довольно глубокая бухта, но сюда заходит очень хороший свел и стоять неприятно. Зато вот такая вот макрель прямо, или кто это, ну вы поняли, какая-то small fish. Вокруг просто тучи. Если будете проходить мимо, заходите. Симпатичный город для однодневки вполне. Находится в окружении, вообще остров Суми находится в окружении турецких вод, полностью в заливе турецком. Наш аквариум растет. Вот уже большаки подтянулись. Так, секрет буев этих раскрыт. Это муринги. Вот такой ассистент подходит, сует петлю в ухо, вытягивает буек на лодку, и лодка швартуется. Думаю, что это за деньги, да. Как и в любой греческой херне, есть какой-нибудь конфискат, блин. Вот этот, видимо, тоже арестовали. Это все мертвое. Вот что-то ли крэш попал, какой-то ужас, весь обросший. Кошмар. Экология превыше всего. Евросоюз, Греция. Уф, уф, уф. Не знаю, друзья, передает ли вам, но вид обалденный. Просто обалденный. Эти цветастые домики просто пушка, пушка. Люди готовятся к приходу гостей, все красиво делают, красивые барчики. Все вот это Турция уже вокруг. А здесь гордо развивается флаг. Чтоб с их стороны было видно, говорит Паша. Тут какой-то, как называется, когда бойница? Дот, да. Чтобы простреливать бухту. Чтобы было понимание, что яхтинг не всегда лухари. Вот так люди живут. Такие истории. И вот так люди живут. Ёшки-матрёшки! Туристов катает с Родоса на Суми. Чухарит. А у нас вот такая погодка, слава богу, попутняк. Ни хрена не будет слышно, я потом подозвучу. И полная Генуя. Идем 5,8, 6,5. Уже Турция, жди нас. Парни навстречу вон там рубятся. Видно, не видно, кетч. Итак, ну вот, мы наконец в Турции. Мы
Мы заскочили перед Марминсом где-то за 15 миль на вот такую закуток. Там рестор. Пойдем исследуем. Здесь спускаются приличные гасты. Спускались по 25, 29. Когда заходили, ну, зашли. Здесь большего нормально. Растянулись во все стороны. Такие ребята у нас соседи на 45-й ДСке. Ну что, идем в рестор, посмотрим. Как-то по-турецки будет. С добрым утром. Только что вот козли гулял здесь. Ушли куда-то они? Вроде немножко их слышно. Слегка они на эту гору забираются. А вон они. Ну что ж, спасибо этой бухте. Честно сказать, я не очень спокойно спал. Нас чутка наваливало, я вправлялся. Последний маленький переход 20 миль до Мармариса. Все в горах. Ожидаем небольшие гасты. Рассвет сегодня туманный. Впервые тяну за собой динго за все время. Осталось чуть-чуть, уже решили не подвешивать. Парковаться будет удобно. Швартоваться. А вот то, это все еще Родос. Поехали. Ну что ж, сколько осталось? Миль 7-8, часочек в общем, полтора. Встретились парусные попутчики, один которого вообще просто малыш-малыш. Буквально последний поворот в нашем путешествии вот-вот случится. Все, свернули, нам встречняк, а после поворота, скорее всего, еще встречнее станет. Пасмурно, но и красиво. Паша фухарит. У нас такой поздний завтрак. Решили выскочить, быстрее дойти, но надо что-то перекусить. Ребят, не видно ни черта, но здесь прям в заливе катаются. Катаются ребята, красиво. Движ, Париж. Все учатся парусить, сейлить. Кто это? Это может быть Конор Макгрегор на своей Lamborghini. Вроде бы у него зеленая.
Блин, опять же, не знаю, передает ли ему камера, но это обалденно красиво. Обалденно. Мы прибыли. Я так понимаю, что нам сказали на кастом причал встать. Может, это просто причал, бог его знает, но мы здесь. Кастом очень развлекает посетителей кроликами. Турция встретила дождем и вот такими паромочками. И мы как парни, там вот мы встали тоже. Тен-тен-тен. Ох, ну все-таки горы красивые вот здесь, блин. Но погодка в Турции, здесь дождик был. Нас вывели на якорник. Сообщаю, что местами некоторые из инспекторов-таможенников не делают чек-ин по временной регистрации польской, хотя, не знаю, 5, наверное, лодок заходило в Турцию по временной регистрации, и никаких вопросов не было. Так что, чтоб, как бы, грубо говоря, наверняка, конечно, стоит дождаться оригинала. Оригинал был, но пока он по почте идет сюда, мы будем отстаиваться в Марине под присмотром. Ребята стоят. Я на самом деле думал, что здесь намного больше людей стоит. Я все думал, что они ругаются на эти гулеты. Вон стоят себе спокойно, никуда не парятся. А тут такой капитан Джек Воробей наваливает. На всех парах. И небо красивое, да? Еще и подгазовывает. Мамма Мия называется. Удивительно как-то. Что, водила грек? Во-во-во. Веселится своим мотором. Тут надо заснять, значит, картоху от капитана из Беларуси. Салатик, легкие согревательные напитки и новый владелец яхты Рос дес Вентес мчит к своей цели. Удивительная ожидается встреча. Даже погода распогодилась, хотя небо шикарное. Принимайте, Швартов. Да, цепани будет проще. Паша, тормози. Дикарь, дикарь. Полицейский разворот. Ага. Ну такой. Смотрите, с баулом. Видимо, багаж был проплачен. Не лоу-кост, блядь. Богатые приехали. Богатые русаки приехали на яхту. Алые паруса. Что, последний день на Розе. Здесь катамаран под именем Сорока. Такая движуха. Канадец. Там на 30-ке самый маленький малыш. Здесь это гулета дебоширила. Якорь, кажется, срывала. Сорвала, в конце концов свалила. Добрым утром, Турция. Это гулета, конечно, шикарная. Бать, просто обалденная. Нессель Марина Мармарис дорогущая. Красивая в речку. Заход такой. Тишина. Вчера все тусили, сегодня тишина. Паше очень понравилась, говорит, цивилизация, красиво. Мне средненько, слишком много народу. Но двигаются они явно много-много быстрее, чем греки. Кончили трип и мчим в Анталию к сестре. Блин, вот это сервис. Все-таки что, а турки, конечно, понимают в сервисе.